Здравствуйте. С вами Катя и Маргарита. Привет. Сегодня мы будем делать космос в бутылке. Вот он должен, в принципе, получиться вот такой. Вот что-то типа того. Если вы еще будете делать, то наш. Все необходимые компоненты. Вам нужно перчатки, это обязательно. Вот. Их можно использовать как для покраски волос, так и обычные. Какие перчатки? Ну вот, и рабочие, да. Вот, это необходимый компонент. Так, потом вам нужно поставить обязательно тряпочки. Какие-то старые, которые вам не нужны. В нашем случае это какие-то. Потому что вся поверхность, на которой вы будете работать, она будет грязная. Так, следующий компонент, который нам нужно, это бутылочка. Бутылочку можно использовать, вот, видно? Бутылочку можно использовать как от пепси-колы, вот такая, как от кока-колы, так и из напитков, это джин-тоник, бренди-кола. Вот. Вы можете, конечно, делать из баночки, из бутылочки, другой, но оно не так красиво, как в этой. Вот, это такая прозрачная и красивая. Вот. Еще вам понадобится вот такая вот трубочка. Ну, ее можно взять от шампанского. Вот она от шампанского. Мы потом ее вот тут вот подрежем и напополам. Да, вот смотрите, как здесь, вот мы обрезали вверх. Вот, смотрите, главное, чтобы она не вытекала. Вот видите, у нас не вытекает. Дальше. Нам нужен глицерин. Вот. Глицерин. Он сохраняет нашу вату. Она не будет комочками. Так она будет в комочках, и вам будет очень некрасиво. Она выстоит у вас 2 дня красиво. Дальше все будет плохо. Глицерин, он у нас продается в аптеках. Он стоит 5 гривен в Украине, 10-11 рублей в России. Мы живем в Украине, поэтому мы купили за 5 гривен. Вот, обычный глицерин. Дальше. Нам нужна будет клейка. Вот. Чтобы переливать красители. Вот. Можно взять обычную бумагу и свернуть ее, и степлером ее соединить. Но так бумага вянет, так бумага вянет, и некрасиво получается. А так и чистая получается лейка, и чистая лейка получается, и она хорошо переливает. Дальше. Второй необходимый компонент – это красители. Маргарита, покажи, принеси, пожалуйста, краситель в упаковке. Самую большую упаковку. Вот такой упаковке можно делать пищевые красители, но мы взяли с Маргаритой краситель для яиц. Вот. По-українськи набір який складається з 5 барвників для яиц. Ну, для яиц. Вот такой. Вот такие в нем упаковочки. Вам для 2 бутылок вам хватит одной вот такой упаковки. Да. Но мы купили уже все, потому что по одной не продается. Оно продается желтым цветом, продается оранжевым цветом, зеленым, красным и синим. Дальше. Я расскажу, как его разбавлять. Берете краситель, насыпаете его в стакан, лучше пластиковый, который не жалко и можно выпить. Потом мы берем пластиковый стакан, туда, вот, да, мы насыпаем любой краситель, насыпаем и добавляем воды. Хотите, чтобы был ярко-желтый, насыщенный. Хотите, чтобы, если вы нальете, насыпите мало красителя, оно будет такое, слегка. Мы уже как бы развели, и нам понадобится на одну бутылку, нам понадобится 1 маленький пластиковый стакан с нашим красителем. Я хочу его показать синим. Вот. Можем сделать вот и красный.
Красным я взяла, потому что вот наша бутылочка, и вот такой, тут вообще красный, но получился такой темно-синий. Дальше нам понадобится обязательно вода. Вы можете ее использовать как в большом стакане, как в маленьком, как в стакане, короче, в любой емкости. Вот. Я вам рассказала, как разбавить краситель. Для одного стакана для одной моей вот такой вот бутылочки мне вполне хватит мне одного такого маленького стакана, вот, одного глицерина и одного вот такого. Это даже очень много. И красный. Дальше. Еще нам понадобится вата. Вот. Обычная вата. Она также стоит 5 гривен или 10 11 рублей. 50 грамм. 50 грамм вам вполне хватит, еще будет сдача. Потому что вы можете купить и 100, но не надо. Вот 50 грамм нам вполне хватит. Еще нужна палочка, ну, в нашем случае кисточка. Мы берем кисточку, чтобы запихать вату в емкость. Мы взяли кисточку, также вы можете брать китайские палочки. Китайские палочки – это палочки для суш. Если у вас дома такого не находится, вы можете взять карандаш, не пишущий, короче, ручка, которая не пишет уже, или вот. Кисточка, да, кисточка. Или если у вас длинные пальцы или нож, вы можете нож наливать. Если вы пинок, вы можете ножом отсекать. Все. Также нам пригодится молоток. Это не обязательный компонент, но чтобы потом забить, мы молотком. Вы можете это делать любым предметом. Нож тоже вы можете это запихать любым компонентом, но мы взяли нож. Вам не обязательно брать молоток и нож. Так, вроде бы все показала. Все, да. Итак, начинаем. Маргарита, иди посмотри, или нас видно. Мы берем бутылку, если так хорошо видно, бутылку полностью. Вот так видно. Вот. Мы берем бутылку. Сейчас, на тебя не видно. Вот, вам нужна только бутылочка. Мы берем бутылочку и напихаем в ее вату. Лучше всего работать в паре, это я, Маргарита. Лучше работать в паре, так как я запихаю, Маргарита дает вату, выбирает, сколько ей нужно, много-мало, растворяет красители. То есть все. Вам нужно брать маленькие кусочки, вот такие. Не нужно большие, будет некрасиво. Итак, мы смачиваем вот это в воде. Конец наш, вот. Дальше мы берем вату. Вот так вот ее пробиваем. Вот так вот. Сначала мы укроем дно просто. Можно брать и большие, но маленькие лучше. Так, дальше. Я укрываю дно полностью. Не нужно напихать, не нужно вот это все напхнуть вот таким вот большим слоем. Нужно так потихоньку, медленно. Там можно оставить чуть-чуть места. Все, Маргарита, хватит. Ваты хватит. Дальше мы берем глицерин. И наливаем, как вам сказать, промазывать. Вот так вот. Как-то, если видите, вот мы его так наливаем, но нам тоже нужно чуть-чуть укрыть дно. Все. Да, от глицерина оно должно стать влажным. Дальше мы берем лейку, ставим, и вот, работаем в паре. Я держу лейку. Да, берем краситель и наливаем немножко. Вот, еще лейку. Все. Вот, мы налили. Лейка чистая осталась при этом. То есть вы можете взять у мамы на кухне или у папы с гаража. Ну, лучше у мамы на кухне, не нету разницы, она чистая. Мы взяли у папы с гаража. Так.
Вот мы потихоньку, не сильно так тыщ-тыщ, а так легенько, вот потихонечку его просто закрываем. Давай. Это такая щепетливая работа, ее можно делать день, можно делать 20 минут. Мы делали сначала, это уже наш не первый космос, мы делали первый космос, мы сделали шар зеленый, шар розовый, шар разноцветный, короче, это желтый, ну, короче, всех цветов. У нас не получился. Он слился, получился зеленый вместе с красным, красный вместе с желтым, некрасиво получилось, поэтому мы его выбрали. Но лучше всего брать один цвет или два. Да, да. Будет красивее. Но у нас можно еще брать блестки, но мы их не нашли. Но если вы хотите, или если вы найдете их, то можно делать блестками. Да, кстати, потому что с блестками вот этот вот космос, он звездочками получается, типа как. А у нас мы не нашли просто, мы хотели купить, мы не нашли. Мы не знаем. Кстати, он продается в констоварах, но у нас не очень большой город, мы не могли найти. Итак, пока мы не написали, мы поставим на паузу. Мы с вами увидимся через пару минут. Это когда у нас будет это здесь.